Всем привет, это Гоузу Бугор, Центральная Азия, Кыргызстан. Безумно крутой выпуск, погнали! В этом ролике я угощу вас самой вкусной и необычной едой во всей Центральной Азии. Покажу такие ущелья и марсианские виды, от которых просто голова кругом. Поймаю рыбку с браконьерами на Иссык-Куле, покатаюсь на самой живописной и не попсовой горнолыжке, схожу на охоту, а главное покажу уникальный сельский и городской быт жителей Кыргызстана, добрых, гостеприимных и очень веселых людей. Колорит? Для начала, как добраться до Кыргызстана? Ну, ничего сложного. До столицы, до Бишкека, 3,5-4 часа на самолете. Из России летает куча авиакомпаний, в том числе Аэрофлот. Билеты в декабре мне обошлись где-то в 10-12 тысяч рублей без багажа. Это такой ценовой минимум. Прошу любить и жаловать. Местный аэропорт Манас в 25 километрах от центра города. До Бишкека ходят маршрутки раз в полчаса. Стоит около 50 рублей, а вот за такси отдадите где-то 400 рублей. Меня же встретил вот этот улыбчивый товарищ Айбек, с которым свела судьба через общих московских знакомых. Мне 35. Я Айбек. Я киргиз. Уроженец. Это какую-то передачу какая-то грустная. Сзади должна быть... меня, да? Да, жди меня. Я ищу своего брата Сламбека, ему там 28, мы не видим. Он тоже был киргизом, Он да? тоже был киргизом. Ну чем занимаешься вообще? Ты вот говорил, что в Москве долго работал. Сейчас вернулся. Сейчас вернулся, ничем не занимаюсь. Просто езжу, смотрю, отдыхаю. Обратно поеду, пока работа не началась, отдохну. Сюда приезжают многие только отдыхать, наверное. Ну, может быть, да. На родину. Вот если спросить, кыргызы, какие они люди? Ну вот в какие вот качества у кыргызов, ты бы что сказал? Очень гостеприимные, очень веселые. Я вижу. И вот такие веселые, честные. Какие? Ленивые? Ленивые, да, Да? ленивые они, да. Приезжаешь на Иссык-Куль, там работы эти начинаются только с 10 часов во многих местах. Ну так, это уже такое, практически как европейские жители. Русский язык плохо развит на юге страны. Где Ош, где вот Где это, да? Джалабад, где Ош, да. Я же там родился. Мгм. Там же не учат, практически плохо учат по-русскому. И сейчас до сих пор плохо. Да, учат да, русский. да. Несмотря на то, что русские, типа, считается тоже какая Ну да, официальная. да. Короче, там по русскому языку или по русской литературе на уроке, короче, сидишь, тебе учитель говорит что-то, объясняет или читает, и спрашивает у всех в классе, что-то поняли? И все молчат, потом этот же урок по-киргизски переводит полностью. Вот такая была у нас. Ничего себе. Соответственно, и математика, вот это, ну, все общие предметы тоже на русском Да. преподают, Ну, киргизский класс, елки. И вон там я мучился, елки. Месяцев 3-4. Акылбеков, я стою, что-то говорит. Да, нет. Вот такая была Говоришь, в да, начале. 5, говоришь, нет, 4 ставь, да? Вначале вот так было, елки. Кстати, раз уж зашла речь об образовании, предлагаю посмотреть, как учатся дети не в столице, не в больших городах, а в скромных, тихих поселках, как, например, вот этот райцентр в 10 километрах от озера Иссык-Куль. Как и многие топонимы, у поселка два названия – русская Покровка и киргизская Кызылсу. Только посмотреть, как выглядит школа. Это просто какой-то теремок сказочный. Вот в таком здании учатся сельские дети. Крепкая, надежная деревяшка. Но не знаю, насколько это защищает от холода.
кого-то ругают, там, вот там сейчас идут занятия. Эх, не могу сказать, что школа, я скучаю, но какой-то трепет все равно есть, согласитесь. Что меня еще умилило помимо учебного здания, так это маршировка на школьном дворе. Только посмотрите, с каким упоением и усердием киргизские детишки, причем и мальчики, и девочки, оттачивают строевой шаг. Любопытно про русский язык рассказывает сын Айбека, Ислам. Он учится в средней школе в Бишкеке. На русском говорит свободно, вообще без акцента. При этом, когда отец обращается к нему на киргизском, все прекрасно понимает. В садике у нас по-английски. Английский в садике был? Да. А русский был в садике? Ничего себе. Ну, я английский забылся. У тебя русскоязычная школа или кыргызская? Половина Русская. русская, половина кыргызская. Ну вот у тебя предметы, учебники у тебя там по математике на русском или на кыргызском? Все на русском. Все на русском. Тебе легче на русском говорить или на кыргызском? На русском. На русском. Гордость заиграла, да? Да, вот это. По сравнению с киргизской, русский он более мягкий, более этот. А вот если на киргизском разговаривать, грубый такой этот, грубо. Ну я говорю, Как что будто грубо разговаривать. очень много согласных, что услышал дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Жалпы билим берүү уюмдарына, балдар бакчаларынын кызматкерлерине, жогорку Вот это такое услышишь, что Нет, очень... сами слова тоже такие грубые, да? Нежных слов нету, мало таких нежных слов. На киргизском Какие языке. есть нежные слова на киргизском? Ну вот там, я не знаю, как на киргизском будет любимая или там люблю, красивая, как-нибудь вот так, милая. Все в одном слове, джаном. Джан? Да. Это все значит вместе. Дорогая Милая, моя. дорогая, любимая, понятно. Отвлечемся немного от языковых дискуссий. Вам же наверняка любопытно, как живут местные жители. Вот яркий пример. Дом в Бишкеке, в котором живет Айбек со своими детьми, сестрами, племянниками, родителями, в общем, одной большой дружной семьей. Кстати, два нюанса. Киргизы, как мне объяснили, чаще всего живут не в многоквартирных свечках, а все-таки в частных домах. Так принято. Ужимайся как можешь, копи, но дом обязательно свой построй. Сколько стоит минимум, чтобы вот построить себе дом, чтобы у тебя он был с гаражом, с небольшим участком? Вот мы сейчас проезжаем, домики. Сколько могут стоить они? 10 миллионов? Больше? Больше 10 миллионов? Да. Например, вот где ты остановился у нас дома, Угу. он стоит где-то 130-140 тысяч долларов. Это где-то 100 тысяч долларов. Это сколько? 80 миллионов? Да. 80 миллионов дом стоит? Ничего Да. себе. Дорогой. Я просто боюсь представить тогда, когда вот такие есть зарплаты, как вот люди дома строят. Видимо, всей семьей на все накопленное. Или как? Здесь кредиты вообще бывают. Берут или как? Или лучше берут у своих знакомых в долг? Ну, кредит в мусульманской стране запрещен. Здесь займы берут. Беспроцентные. Ну, кредиты тоже есть, наверное, но многие не пользуются. Ну, большие суммы в кредит не берут. Угу. Если заходят там 100, 150, 200 тысяч, если срочно нужна, пойдут, можно взять кредит. А если на это, здесь отсрочка только, никаких процентов. Что касается жилья Айбека, здесь даже несколько домов, некоторые из которых время от времени сдают. Основной дом, куда подселили и меня, двухэтажный, с парковкой. На первом кухня, как центр притяжения. Здесь всегда снует малышня. Приятного аппетита. Или же беседуют взрослые за чашкой чая и просмотром телевизора. Зацените, какая милота. Для детей на клеенке приклеены стишки на русском и киргизском. Ну что, поел и заодно поучился.
На первом этаже также есть большая комната или даже игровая. Там горы тетрадок и игрушек. На втором этаже 3-4 спальни. Вот мое спальное место. Согласитесь, просто и уютно. К слову, как топят эти дома? В основном по старинке, дровами или даже иногда используют уголь. Из-за этого зимой Бишкек резко превращается в Silent Hill. Зацените сами. К слову, отдельный кайф от ковров. Они постелены практически везде. Такие мягкие, что сразу же погружаешься в домашнюю атмосферу. Но что еще добавляет уюта, так это вкусная киргизская кухня. Радушные хозяева встречали меня обалденным пловом с бараниной, бишбармаком. Ай, ладно, чего мелочиться, предлагаю прям конкретно пробежаться по самым вкусным пунктам Кыргызстана. Начнем с того, что более-менее на слуху – бешбармак. Такое блюдо можно в принципе попробовать в любой чайхане в нашей стране. Что это? Это покрошенное отварное мясо с луковым насыщенным бульоном и лапшой. Очень сытно, плотно и жирно. В принципе, так можно описать всю еду кыргызов. Одну порцию съедаешь и на весь день убиваешь любой голод. Кстати, бешбармак переводится как 5 пальцев, что намекает на то, как раньше кочевники уплетали эту еду. Идем дальше. Ашлян-фу. Не смотрите, что в названии есть фу. Блюдо очень вкусное и нисколько не противное. По сути, здесь имеем дело с холодным, острым, кисло-сладким супом. Основные ингредиенты – вермишель, крахмал, яйцо и зелень. Вроде просто, но вы не сможете оторваться. Легендарное и самое вкусное, по мнению местных, ашлян-фу делают в городе Каракол, на севере страны. Там-то я его и попробовал. А, лапша еще двух видов, да? Нет. Или что? А это что такое? Это крахмал. Его надо именно чавкать. Именно чап, это в Японии такое есть. Чем громче ты подхлебываешь вот это все, тем значит это комплимент шеф-повару, что очень вкусно. Естся с пирогами, да? О, всегда б такой завтрак. Такой остренький. Там как аджика, что ли, да? Добавляется. Теперь пробежимся по выпечке. Каттама – кыргызская луковая лепешка из слоеного теста. И вновь тут работают озвученные ранее принципы. Очень просто, но фантастически вкусно, жирно и сытно. Каттама подают к первому или как самостоятельное блюдо. Отламываешь ароматный горячий кусок, макаешь в густой каймак. Это что-то среднее между сливками и сметаной. И кайфуешь. Запивать, кстати, лучше местным аткан-чаем. Это чай плюс молоко плюс соль или специи. Сочетание – настоящий разрыв моих гастрономических шаблонов. Красота. Краткий экскурс. Это у нас что? Бурсуки. Борсок. Из теста. Такие жареные. Они как пирожки считаются, булочки такие, да? Это каймак. Борсок, да, действительно можно назвать просто пирожками, ну или маленькими пончиками, будет и так близко к истине. Очень пышное и мягкое тесто, оторваться невозможно. Борсоки обычно мелкие, идут за здрасте, как семечки. Через минуту не замечаешь, как просишь повторить еще тарелочку, а потом еще одну. А еще есть хашаны. Ими меня угостила хозяйка на Иссык-Куле. Со всеми героями моего путешествия я познакомлю вас обязательно, но чуть позже. Так вот, хашаны почти как наши беляши. По виду так точно, но вот вкус намного выигрышнее. А все потому, что готовятся хашаны как-то по-особенному. Их сначала обжаривают до золотистого цвета, а потом доготавливают на пару. Получается такая технология задом наперед. Сначала жарится, потом варится. Но именно благодаря этому они, наверное, такие сочные. Какие вот самые необычные, самые странные блюда, вот именно национальные? Токоч. Это вот как бы священный у нас считается. А что это? Это тоже как хлеб, только жарится он. Без ничего. Только тесто жарится.
Но его тоже особенно готовят, короче. Тесто тоже. Что еще? Кишечники же есть этого конины. Туда заталкивает эти жиры. Чуть-чуть этот еще добавляет мясо. Туда затолкали, плотно сделали, как колбасу сделали. Короче. Все понял. И чучук называется это. У нас это национальное. Блин, как объяснить тебе? Блин, почему ты не киргизарь, ёлка? Те, кто в горах живут, они только этим питаются. Он силу дает еще. Любое место силу дает, короче. Я понял. Ну что, наелись, набрались сил, можно и даже нужно окунуться в активный отдых. Тем более, что Киргизии есть чем удивить. Если вы думаете, что тут исключительно пустыни да степные равнины, будете совсем неправы. Горные виды здесь в изобилии, и они потрясные. На севере республики есть шикарная горнолыжная база «Каракол» в одноименном городе. Покататься на склонах величественного Тяньшаня на высоте 2300 метров, там, где регулярно в советское время тренировались олимпийская сборная, но разве я имел право от такого отказаться? Предвосхищая ваши вопросы, какой тут ценник, отвечаю сразу, вполне приемлемый. Набирали мы оборудование в городе, это дешевле, чем наверху на горнолыжке. Я взял полный боекомплект: лыжи, костюм, ботинки, балаклава, маска. Кстати, ботинки мне еще очень сложно было выбрать, мой 47-й растоптанный был далеко не везде. Так вот, весь фарш обошелся в 7-8 сотен. Далее уже наверху нужен скипас, он еще где-то 900 рублей. В итоге меньше чем за 2000 вы отрываетесь целый день. В той же Москве, насколько мне известно, ценник в 1,5, а то и 2 раза больше. В Караколе склоны разной сложности, но поскольку я первый раз вообще встал на горные лыжи, то выбрал 2 самых простых. И то первые пару часов просто бороздил задницей снег. Но довольный поднимался вновь и вновь падал, чтобы к концу дня все-таки сподобиться на нечто такое. Скороход спускается с горы на лыжи. Уметь балансировать и держать равновесие. 0. Умение разгоняться и тормозить. 0. Инстинкт самосохранения. -100. Здесь еще учиться и учиться. В любом случае, Каракол – уникальное место. Величественные хвойные леса, молочный снег, приятный морозец, горные вершины. Здесь просто кайф даже стоять и смотреть по сторонам. Или с выпученными от восторга глазами кататься на подъемнике. Однозначно рекомендую здесь побывать хотя бы 1 раз. Мы как будто на Красной планете оказались. А сейчас рубрика по домам. Мы находимся вообще в богом забытом месте.